Итак, сегодня у нас совершенно необычное событие, а именно концерт группы Restoned. И в гостях у нас лидер группы, фронтмен Илья Липкин. И я вот от себя сразу скажу, что лет 10 назад я постоянно натыкался на посты о группе Restoned, о том, что Илья Липкин такой большой специалист в винтажном звуке, но, признаться, никогда лично не был знаком. И дико рад, что сегодня выдалось такой случай познакомиться, спросить о особенностях звука и вообще о группе Restoned, и, собственно, познакомить вас с этой группой, потому что это абсолютно фантастика. Ну, в общем, привет, Илья. Спасибо. Привет, Слава.
Итак, Илья, я не нашел на это ответа, и, может быть, ты сегодня расскажешь, почему люди, играющие психоделик, стоунер, чаще всего предпочитают ESG. То есть, если брать такую историческую подоплеку, да, то есть ESG была разработана как ответ стратокастеру Лео Феннеру от компании Gibson. И первые гитаристы играли, по сути, блюз. А потом резкий такой Black Sabbath, потом, и все, как бы, и на этом мы закрыли, да, дальше вот она вот так. Думаю, что ты ответил сам отчасти на свой вопрос. Ну, а почему она зашла? Почему не Les Paul, да, то есть почему... Я пробовал Les Paul. Что не так, да? Он не очень хорош в пониженных строях, на мой вкус. Он перестает быть читаемым. То есть вот он жирный сам по себе. Но она, кстати, вот необычно. Я вот так краем взгляда глянул, и как минимум вижу несколько элементов не характерных для ESG, скажем так. Да, но то есть, во-первых, у нее голова от Les Paul, да, то есть, смотрите. Да, но это начало Норлин эры. Да, то есть... Тогда можно было все. Да. То есть они как бы отжигали. Да, это 72-й год, кастом, SG Custom 72-го года. У них, по-моему, с 71-го началась Норлин эра, может быть, я не прав. Где-то, да, около того, да. Так. То есть... Вот, они делали много очень забавного. Они делали Пегард. Вот Пегард, да, Лесполовский, да, это второй, я заметил. Темброблок спереди, да, то есть сзади ничего нету. То есть я вот таких, например, просто не встречал, потому что я вижу, что... Бигсби еще было. Да. Которая, кстати, заметь, дважды меняла свое положение, но это до меня еще было. То есть кто-то его... Ну, оно было фабричное, потом его сдвинули, вот, дырки остались. Ну, как бы, меня она уже попала со стоптейлом. Вообще, странно, что сняли. Объясню, почему. Очень многие любят именно на SG Вибролу либо Бигсби, потому что ей не пользоваться, но чтобы она была, потому что да, она делает идеальный баланс инструмента в центре тяжести, прямо ровно здесь взгляд, находится. Виброла, она как бы вменяема к звуку, а вот Бигсби она портит. Бигсби вообще изначально механика мотоциклов. Эта вещь не была предназначена для того, чтобы работать хорошо. Лады минимально снашиваются. Я пришел к выводу, что они стальные. Что кто-то поменял стальные, поставил лады. Потому что, в общем-то, она с лязгом как бы. Да, она добавляет верха здесь. Да, но на ней, наверное, это уместно. Ты прав, на самом деле. Она, в общем-то, и не звучит, как традиционный ESG, к которому мы привыкли, там, какие-нибудь 60-х. Да, она очень темная. Чувствуешь ли ты влияние накладки из черного дерева? Да, потому конечно, что этот элемент, вроде небольшой, но колоссально влияет на звук, да. Да, я уже дошел до того, что у меня есть некоторые педали, которые желательно с накладкой с черного дерева, потому что она чуть-чуть компрессит. Да, она компрессирует, вот. Более как-то так. Другие мои ESG с палисандровой, они такого не умеют, поэтому как бы кто подкомпресснутый фуз идет с ним, да. Кто более открытый, тот с этой. То есть вот так. Но это как бы уже последние, наверное, года 3-4. Раньше как бы что есть, на том и играли. А скажи, какие еще инструменты у тебя были? То есть, Les Paul я слышал, был. Какой? Les Paul у меня было несколько. У меня, значит, первый мой Les Paul, кстати, вообще моя первая американская гитара, это был Heritage Les Paul. То есть я не знал вообще, что это. Вот, к счастью, вот с ним повезло. Это была единственная гитара, кстати, которая была привезена с eBay, и она, в общем, была без подводных камней. Что я потом пробовал, мне всегда не везло. Ну, вот что бы я ни покупал на eBay, всегда все было косое. У них просто Heritage такая метод производства, абсолютно ручное производство, да, то есть вот на нашем опыте вот это единственные гитары, вот, которые вот ты распаковываешь из коробки, вот новые, достаешь из кейса, и она готова к игре. То есть у нас мастера только их проверяют там, но ничего не делают, потому что мастер уже оттуда с Каламазу уже ее всю полностью подготовил. Да, да, это был хороший Les Paul, вот, но в таком, то есть я его оттирал еще там, то есть, как бы это не магазинная история была, да, это был бэушный, как бы, бэушный Les Paul. Я не помню, какой-то конец 80-х. Ну, они как раз в 85-м году, по-моему, сформировались, то есть один из первых у тебя, получается, очень, был, да. Очень интересная гитара, тяжелая, вот отчасти из-за веса я ее потом обменял, очень потом жалел.
Еще Heritage у меня была полуакустика. Вот они на этом собаку съели у них. Да, они да, да. круто Очень делают, интересная гитара, которая как-то прям вот она тоже я ее покупал не глядя, вот, и просто сразу буквально. То есть она мне приехала, я поставил новые струны и уже в студию на следующий день пошел. То есть было так забавно. То есть никогда такого не было. Обычно привыкаешь там. Да, что за Да, инструмент. просто вот сел как-то и стал играть. Они просто их очень делают интересно. Они собирают сначала такой некий макет из того, что будут делать гитару, и, в общем, простукивают ее, прозванивают. Если там звук формируется, резонанс появляется, собирают уже гитару. Вот они по акустике делают просто, что называется, собаку съели на полупустых Да, потом инструментах. постепенно я вот как-то понял, что это самая для меня удобная форма и по весу, и эргономике, и по всему, и по звуку как бы. Вот. Но и винтажная, вот самая старая, как бы, это была первая SG у меня. Потом уже появлялись другие SG. Вот. Я заметил, что они меня сами выбирают. Вот именно вот эти старые, они меня как-то выбирают. Они все Норлин, то есть, да, это 72-я, там 75-я, 78-я, да. Они просто очень сильно отличаются. Профиль грифа, вот куча всего вот каких-то. Берешь, так да, вроде смысл один какой-то, концепция некая. Профили разные, как они. А причем на одном даже и радиус другой. Вот это, кстати, я не знаю, как так вышло. Но могу про нее более подробно рассказать. По сути, как обычный стандарт, только у нас добавляется третий звукосниматель, да, но вот сейчас он отпаян, скажу честно. То есть я пришел к выводу, что он, в общем-то, он не нужен. Вот. Долгое время он у меня был в схеме, он у меня подмешивался вот этим тоном, то есть у меня, как сказал Тони Айоми, что на бриджевом звукоснимателе тон — это лишнее. В целом прав. Если ты играешь рифы. И этот тон мы использовали, когда у меня была распайка. Да, я смешивал. Middle neck, да. Да. Но потом я пришел к выводу, что он еще портит звук все-таки немножечко. Потому что достаточно редкая схема. Да, ты ее еще более редко сделал, да, то есть интересно. Когда я убрал middle, мне показалось попрозрачнее все стало. Думаю, пока так. Да, то есть у него, эта гитара уже довольно давно у меня, нам уже много чего перенесла из распаек. Поэтому вот данная распайка такая. Звукоснимателя Gibson Burstbacker Pro. Вот, именно Pro, который Alnico 5. Более мощный. Более мощные и более такие, скажем, прозрачные, наверное. Вот с ней они замечательно зашли. Да, ее зовут Смокер, это ее название, имя. Вот. То есть в какой-то момент я стал давать гитарам имена. Вообще, это дочка моя начала такую замечательную традицию. Одно имя даже мне приснилось. То есть так стал засыпать и такой просто... Это стандарт 75-го года. Ее зовут Муни. Невооруженным взглядом я вижу, что струны у тебя явно толще, чем 1046, и тональность явно ниже, чем ми. Что у нас сейчас стоит, какой размер? Да, это 11,58. Что происходит на гитаре, да? 11,58, 2 тона вниз, в до. Необычно, да. Я понимаю, почему ты ушел в до, потому что любимая тональность русских композиторов, сочинявших про осень, до минор, 3 бемоля. То есть, вот, собственно, если у тебя минорная, если ты играешь в миноре и ушел в до, вот она, та грусть. И ты еще русский композитор. Пустынная грусть, да. Все складывается. Да, потому что если в до диез, это относится к Black Sabbath, более сатанистической такой, да, то есть атмосфере более энергии, да, то есть, а вот до минор, 3 бемоля, это прям вот такая томная грусть, да, то есть это работает. Очень, очень интересно. Выбор тональности, да. Да, и выбор тональности, и выбор струн, то есть я долго экспериментировал именно с калибрами, то есть... Потому что 1158 готового нет, сразу скажу, да. Нет, и все 16 лет я их покупаю в набор. Вот, я пробовал разные, то есть у меня бывало там, например, 4-я 36, бывало 4-я 38, но это как бы уже такие нюансы. То есть, получается, если я нигде не наврал. Да, то есть 4, 5, 6 уходит в более, еще толще от нормы, да. То есть, да. Они более жирные для рифов, а эти как бы потоньше, чтобы можно было тянуть. Да, плюс еще как бы не надо забывать настройка вот этого замечательного узла, да, то есть я его немножко поднимаю, вот, но именно как бы, чтобы нивелировать жесткость, наверное, струн, потому что, опять же, струны, вот сейчас стоит Ernie Ball, если я поставлю GHS, они будут более мягкие,
тогда придется его опускать. То есть регулятор. Это более тонкая настройка, да, потому что... Да, но тут уже просто привычка годами, что вот я чувствую, что вот, ну, так. То есть уже даже мышечная какая-то память, да, что палец вот тянет вот так вот. Да, это индивидуальная какая-то настройка. И то есть, потому что мы когда смотрим даже высоты датчиков, да, то есть обращаешься на сайт Seymour Duncan, там есть некие высоты, которые называют отправной точкой для отстройки, а дальше ваше субъективное ощущение. Конечно. Мне кажется, в гитаре может быть все так сделано, да, то есть как вот как захочется. То есть эксперименты приветствуются. Все же для этого и делается. Но еще один вопрос у меня появился, да. Orange. Это такой удивительный усилитель, который настолько неповторимый и ни с чем не сравнимый. Как ты к нему пришел? То есть... Он тоже меня выбрал. Именно вот этот усилитель, как и мои вот эти все винтажные Гибсоны. Он очень долго жил у меня как не мой усилитель. Вот. Мой очень хороший друг отдал его мне, чтобы я его продал. Вот он уже вернулся ко мне, значит, второй раз, но уже как мой усилитель. Теперь вот он живет у меня. Это, на самом деле, первый Orange, который без слова матамп. Потому что сначала они делали это вместе, даже были такие усилители, которые, кстати, сейчас очень редкие. Матамп Orange. Вот. Это первый Picture Only, без подписей под ручками. Ну, где-то это 72-71 года, как-то вот так вот. Он практически одногодка твоей SG. И когда я, конечно, попробовал на нем, на этом Orange, первое, что я сделал, это попробовал играть на этой гитаре, они замечательно совпали. Уж я не знаю почему, но... Ну, это очень такой... Ну, его сложно не заметить. Я бы так сказал, где бы он ни стоял, ты говоришь так Orange. Да. Сложно не услышать. И сложно не услышать, потому что это очень громкий, конечно, усилитель. Да, это 120 ватт, OR 120. 120 ламповых ватт, это очень громко. Я ни разу его не включал на полную громкость, должен сознаться, ни разу. 120 я даже не могу представить, было что забавно. это. Мы играли концерт, и басист Володя говорит: слушай, давай, ну, после саундчека, говорит, давай его разгоним, ну, послушаем, интересно же все-таки. Ну, дома же ты не будешь такое делать. Я говорю, да, давай. И вот, ну, еще прибавь. Вот, и прибегает звукорежиссер, там, типа, ребята, вы что творите-то? Мы же все отстроили. Все. Мы чисто попробовали. Вот, мы поняли, что если мы будем крутить дальше, то есть, конечно, это все круто, но мы концерт уже будем с завядшими ушами играть. Тут еще такой момент, что я не использую его перегруз. Это спасает, наверное, и слушателей, и меня в первую очередь. То есть, в принципе, мне нужен чистый канал. Сейчас у меня еще один винтажный усилитель. Там лучше чистый звук, чем у Orange. Но вот какой-то свой вайб, вот этот... Характер, вот, да, то есть он неповторимый, да. Да, может... То есть вот тут такая как бы подмена понятий. То, что хуже, не всегда хуже. Абсолютно, да. И наоборот. Ну, по сути, ламповый пригрев — это и есть уничтожение звука, но очень красивое и творческое, да. Он делает это очень характерно и очень узнаваемо. Заменить ничем нельзя, то есть это вот точно, да. Кабинет современный, но в нем стоят английские Vintage 30, вот, и там какой 95-й, 94-й год. Вот у меня есть еще другой кабинет побольше, там 4х12. Там более винтажные. Там сдувает, наверное, да? Слегка покачивают. Но я их вместе иногда собираю, иногда, ну, то есть по ситуации. Ну, я говорю, сейчас очень мало мест, где можно услышать вот этот самый разогнанный, тот самый звук, да, который бы тебя уносил, и ты такой... За этим к нам и приходят. Вот наверное, это да, то есть... в наш цифровой век. Да, потому что куда бы ты ни пошел, маленький концерт, большой концерт, все это упирается в цифру, это действительно практично, это имитирует, но вот этого вот вайба настоящего живого концерта в 60-70-х, к сожалению, единицы, где-то очень вот... Да, так это простой усилитель, один канал, два входа, low-high. Мне нравится, как они презенс отмечают кулаком, то есть... Да, все правильно. Держись, да.
и, собственно, какой стоунер без педалей? Сборка педалборда – это отдельный вид искусства. Расскажи, чем ты пользуешься вот на сегодняшний день? Ну, сейчас это мой большой, так сказать, большой экспериментальный борд. Вот как бы он больше такой студийный. Вот у меня есть еще два. Один средний, другой совсем маленький. Смысл везде одинаковый. Вот, просто тут, скажем, больше излишеств. У нас чистый сигнал. Начинается с квакушки. Квакушка MGM, современная. По сути, это Vox Clyde. Вот. Очень реалистично, приближено к этому. Наверное, уже дальше это оригинал, который стоит очень дорого. Ну, вот этот вау есть такой, прям прикольно звучит. Да, и она очень хорошо с фузами звучит, тут что, собственно, немаловажно. Дальше у нас идет модуляция. Вот, как я сказал, здесь вот излишки, потому что в моем концертном борде там, по сути, один вайб. Вот здесь у меня и фейзер, и вайб. То есть это... Вот это, кстати, отличный совершенно вайб. Это клон Univайба, вот, оптический, который сделал Рик Вивер вот, из Америки. Недешевое удовольствие. Вот. Но, наверное, дальше, это как и в случае с квакушкой, дальше, наверное, это только уже оригинал, вот тот самый. Сам Univайб, да. Это, по сути, символ вообще стиля, в котором ты играешь, потому что играть музыку 70-х без вайба... Ну, раньше я это пытался обойти как бы фейзерами, но потом все-таки решил, что да, это нужно. Он хорошо, это клин, какой-то легкий перегруз, где много ревера. Ну, как он красиво красит звук, то есть это прям... Отдельный аппарат, который отдельный звук дает, да. Дальше вот у меня получается самая интересная педаль, потому что она винтажная, по-настоящему, то есть это тоже 70-е годы, Smallstone. Ух ты, фейзер, да? Фейзер, блин, как он тоже тут звучит. Вот. Такая вот модуляция, ну, вот где борт поменьше, я обхожусь чем-то одним, наверное, или вайп, или фейзер. Дальше идет овердрайв. Он сделан по мотивам усилителей Supra, как ты хорошо подметил. Ну, да. Шрифт узнаю, да, то есть не более того, да. Скунс. Вот, потому что, ну, как вот у Джимми Пейджа, когда он был сессионщиком, да, он играл на усилителях Supra, которые имели белую полоску, как у Скунса. У них по центру, действительно, по центру такая есть, на сленге называли Скунс. Очень интересный овердрайв. Он у меня получается как такой low gain. Ну, у нас было пару усилителей Supra, у них ровно такой же эффект, то есть они дают такую выпеченную середину и не так много низа. То есть, ты понимаешь, что... Так они так и звучат. Да, что они так должны, то есть... Skriddy Pedals вообще удивительные педали. Я в них нашел просто массу возможностей, потому что он делает готовый звук. Да, и сразу... Дальше идут фузы. Для наглядности я поставил два разных. Один это фуз фейс, вот зеленый, а красный это Big Muff. Вроде бы фуз, но смысл, конечно, разный. У него есть еще замечательная функция. Сейчас я продемонстрирую.
Вот. Крутяк, слушай, да. Это... Ну, фуз это всегда такая коробочка с тайнами, то есть ты никогда не знаешь, что произойдет. Коробочка с тайнами, да. Вот этот второй канал я попросил сделать специально для меня. Вот, это пилотный образец. Вот, то есть за номер даже не на 0.1, а 0.0 там какая-то. Да, и графика на ней с нашего одного альбома, то есть там ящерица. Вот, и это как бы смысл, что это кричит ящерица. Но я это иногда называю звуками китов. Ну, как проще. Ну, иногда они тоже так делают, да. То есть... Да, это Fuzzface как бы с кучей модов. Очень хороший. Ты в холодильник его кладешь? Нет, он на это не действует, не работает. Он кремниевый. Все, вот так, да. Но... Это такой главный загон в любителей фузов. Слово сказать. У меня были германиевые фузы, с ними очень тяжело работать живьем, да, потому что там эффект холодильника, вещь, да. Особенно было забавно, когда приехали на концерт, а педалборд лежал в багажнике зимой, я на саундчеке включаю все это. И звукорежиссер мне в монитор выводит голос, говорит: братан, гейт убери, потому что я играю ноту, у меня схлопывается. Сразу да, срезают, да. Я тогда еще был немножко не в теме, я не знал про холодильник. Вот. И я говорю: я не знаю. То есть у меня нет гейта. Он говорит: ну ладно, чекаемся. То есть мы отчекались, потом как бы прошло время, там он, видимо, оттаял, потом играем, думаю, это все нормально. Думаю, что это было-то? Мне сказали. Это был эффект холодильника, да? В багажнике вез борт, да. Ну понятно. Вот. Но, к слову сказать, вот Марк, как бы и дизайнер, и инженер Screedy Pedals, он сделал вот этот фуз на кремнии со всеми характеристиками Германии. То есть это так вот подобранные компоненты. Он действительно очень похож на германиевый фуз. Замечательная динамика. Звучит фантастически, ручка громкости работает. Вот. Ну и опять же, конечно, звуки китов. Вот. Они еще настраиваются. Дальше у нас идет совсем тяжелая артиллерия, Big Muff. Вот прикольно, когда такое вот крупное зерно, ощущение, наверное, что как будто его можно рукой потрогать, да, то есть когда настолько крупные вот эти вот зернистость фуза, то есть это непередаваемое ощущение на самом деле. Это, говорю, фуз — это вообще отдельная планета. Это правда, это правда. Ну вот такие как бы, мне их, конечно, больше, вот под разные случаи. Ну вот с этой гитарой он хорошо вот этот живет, Big Muff. И, кстати, вот этот Fuzzface тоже. Вот, и дальше все, дальше у нас эхо, без которого, конечно, никакой психоделик-рок. Ну да. У него есть функция hold. Да. Повторение, да. То есть. Да, и замечательный совершенно дилей. Я очень много перепробовал разных. Да, они могут быть прозрачные, а есть которые... и Hoplex, да, то есть лучшая классика, как бы. То, что требуется, скажем так. Да, но у меня есть и аналоговый, как бы это цифровой. Он цифровой, но у него аналоговый лимитер и, по-моему, что-то еще аналоговое. То есть он не целиком цифра. Замечательная штука, очень мне нравится. Вот. Дальше ревер. Все очень просто, под простую пружину. Да, ну а еще бывает, что у меня стоит и лупер, и какой-нибудь фриз еще, то есть это как бы для всяких саундскейпов. Вот, и все это компонуется в какие-то, ну, связки, то есть там ритм какой-нибудь.
теперь понял, как ты людей держишь в трансе всю песню, потому что такой звук, ну, он, во-первых, живет своей жизнью такой, да, то есть, и, во-вторых, он просто гипнотизирует это прям с первой секунды. В этом кайфе, да. Ну, ты в первую очередь гипнотизируешь себя. Да, сам Если ходишь, ты да, правильно да. себя загипнотизировал, значит, ты правильно загипнотизируешь и остальных. Вот, потому что буквально 3 секунды, и ты такой, так, погодите, а почему так классно, да? Огромнейшее спасибо, что приехал, что сыграл концерт. Мне было огромное удовольствие, во-первых, с тобой поговорить, у меня были вопросы, я получил на них ответы. Да, была очень интересная беседа, спасибо. Вот, то есть, потому что и были вещи, которые я сам по себе не знал, допустим, где их найти. Вот, а у тебя огромнейший опыт в этом направлении. Психоделик, рок, стоунер. Все вместе. Да, то есть это просто огромная вселенная, которой нужно постоянно заниматься. Это такой необычный стиль, скажем так. Если вдруг у вас какие-то вопросы остались к Илье, добро пожаловать в комментарии, напишите, мы их зададим и обязательно на них ответим. Приходите на наши концерты. Обязательно, обязательно. Послушать. Я бы так сказал, что это единственное место, точка времени, где можно услышать настоящий оранж, винтажный, настоящие педали, фузы, не замена цифры, а вот тот самый вайб 60-х, который, не найти нигде. Это вот прям точно вам скажу. Вот, это отдельная форма удовольствия, собственно, музыка Рестонта. Спасибо.